Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я приготовлю безумно вкусный и очень полезный горячий завтрак из азербайджанской национальной кухни. А называется он помидор чыгыртмасы. В какой-то степени помидор чыгыртмасы – это яичница с помидорами, ну или омлет с помидорами. Возможно, кто-то из вас подумает, в чем же заключается польза омлета с помидорами для организма. А на самом деле помидоры очень полезно есть в любом виде – в сыром, в консервированном или термически обработанном виде. Естественно, в свежих помидорах больше витамина С, а вот антиоксиданты в консервированных и термически обработанных помидорах становятся более биоактивными, чем в свежих. Так что такое вот незамысловатое блюдо, как омлет с помидорами, он же помидор чыгыртмасы, не просто вкусный завтрак, это действительно очень и очень полезное блюдо. Что ж, я перехожу к процессу приготовления омлета с помидорами. Всем приятного просмотра! И не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Для приготовления омлета с помидорами мне понадобятся следующие ингредиенты: яйца, помидоры, топленое масло, молоко, соль и перец. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, с помидор снимаю кожуру. Для этого помидоры кладу в глубокую посуду и сверху заливаю их кипятком. Оставляю помидоры в кипятке на пару минут. Теперь можно с легкостью снимать кожуру с помидор. Все происходит очень быстро. Кожица со шпаренных помидор снимается одним легким движением руки. Помидоры очищены. Я разрезаю их на крупные кусочки. При желании можно нарезать помидоры на мелкие куски, даже пропустить через блендер. Но мы любим, когда помидоры хорошенечко чувствуются в чыгыртме. Так, с помидорами разобрались. Теперь перехожу к следующему ингредиенту. В глубокую посуду взбиваю яйца. Туда же отправляю пару столовой ложки молока, соль и перец по вкусу. Все хорошенько взбиваю. Взбивать можно вилкой или веничком. Если вы работающая и занятая женщина, но при этом вам очень хочется баловать свою семью горячим завтраком не только по выходным, но и по будням, то вы можете с вечера приготовить полуфабрикаты для омлета с помидорами. А именно, очистить помидоры, нарезать их, взбивать яйца с молоком, положить все в отдельности в холодильник, а на утро останется всего лишь отправить эти полуфабрикаты в горячую сковороду. Очень удобно, поверьте. Что ж, идем дальше. В горячую сковородку кладу топленое масло. Как только масло растает, отправляю в сковороду нарезанные кусочки помидор. Чуть-чуть солю, закрываю крышку сковородки и тушу помидоры буквально 5-6 минут на среднем огне. Мы любим, когда омлет с помидорами сочный, поэтому я долго не буду тушить помидоры. Но если вы хотите довести помидоры до пюреобразного состояния, то нужно оставить помидоры на огне еще на 5-6 минут. Итак, помидоры потушились, заливаю сверху взбитые с молоком яйца, закрываю крышки сковородки
и выключаю плиту, а сковородку оставляю на плите. Прошли какие-то пару минут и вуаля! Безумно вкусный, сытный и очень полезный горячий завтрак омлет с помидорами готов. И я подаю омлет помидор чевертмасы на стол. Омлет с помидорами можно подавать на стол с катыком, со сметаной, а можно подавать в гордом одиночестве. Так или иначе, такой полезный завтрак, как омлет с помидорами, придаст каждому заряд бодрости на целый день. Всем приятного аппетита! Друзья, настоятельно рекомендую вам приготовить для себя и для своих близких этот безумно вкусный, сытный и очень полезный завтрак. Попробовав помидор чевертмасы однажды, вы станете его верным поклонником. Помидор чевертмасы, он же омлет с помидорами, также прекрасно подойдет как легкий летний обед. Друзья, я была рада поделиться с вами рецептом омлета с помидорами. Готовите ли вы подобный завтрак и как вы его называете? Помидор чевертмасы, омлет с помидорами или как-то по-другому? А какие еще рецепты горячего завтрака интересны для вас, пишите в комментариях. Я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!